Ну и что? Когда закончится эксперимент? Когда мы узнаем результаты эксперимента? Как рыбки провели 5 дней без корма? Сейчас узнаете все, друзья. Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Вот прошло 5 суток, чуть больше, чем 5. И я приехал домой и зашел на разводню, включил свет. Короче, вся рыбка чувствует себя 5 суток без кормления идеально. Вода вообще кристально чистая. А у рыбок даже мне показалось, даже цвет такой стал еще более насыщенный, чем был. Вот давайте мы сейчас пройдемся по аквариуму. Смотрите, вот, ну это тернеции. Я в предыдущем видео их показывал. Смотрите, какие вообще яркие, такие красные, синие, желтые. Вот это старички, тем, которым уже год. Ну, у них особо там так незаметно, потому что тут большинство белых, таких бесцветных. Вот. Гупики, ничего не поменялось. Смотрите, сколько вот этих вот малышей у нас. Вообще никаких проблем. Они тоже 5 суток не ели. Я их кормлю все время артемией. Ну, в основном. Даю им и сушку немножко, но в основном артемию. Никто ничего, все нормально. Ну, может быть, там что-то где-то один там какой-то там валяется. Но это бывает. Это такое, ну, есть такие издержки, что рыбка, ну, видно, что у них животики, конечно, худенькие. Давно они ничего не видели из еды. Но мы сейчас это исправим. Я перед тем, как уезжать, заготовил для них артемию, заморозил ее. Вот, пожалуйста, Данио. Тоже достаточно такие худенькие. Видно, что у них желудки давно ничего не кушали. И что самое интересное, что на дне нету практически ничего. Я их тогда воду подменил перед тем, как уезжать. Дал им один раз поесть и все. Вот здесь гупики, смотрите, тоже. Я им не сказал, что они худенькие, нормально себя чувствуют. Так, нижний ярус смотрим. Меченосцы без проблем. Здесь бригада Данио и все остальные, там гуппи, тоже без проблем. Сомики, небольшая часть. И тоже молодежь подростков гуппи, нормально. Производ тернеции вообще нормально. Вот сомик какой что-то тут завис наверху. Что он завис? Сомик, то его что-то с пузырем, видите, он вверх его тащит. Ну, бывает и такое. Так, вот здесь, вот смотрите, некоторые говорят, вон самочки у меня некоторые лежат вверх пузом. Сейчас я их поворушу. Вот на дне, не знаю, что у них происходит с ними. Ну, тернешка одна, конечно, самец слабенький. Вот сомики, вот сомик лежит, смотрите, на боку. Все думают, что он уже пропал. Ну нет, это нормальная самочка, вот она. У них что-то с пузырем, с этим сплавательным. Вот, смотрите, они становятся, они рестятся, все. Ну, что-то какая-то проблема. Вот где-то им уже по 3 года, вот они так становятся. Но они рестятся нормально. Вот у них здесь молодые самцы. Все у них нормально происходит. Смотрите, тернешка тоже без проблем. Даже не видно, что она как-то похудела. Вот дальше желтенькие. Ну, смотрите, и анцитрусы, которых мы выпускали, смотрите, вот сидят. Тоже все без проблем. Но он там на дне желтенькая какая-то одна лежит рыбка. Ну, бывает. Меченосцы, подростки тоже без проблем. Ну, мне вот эти понравились. Вообще такие чик. Вроде бы как ничего и не бывало. Но мы им сейчас все дадим покушать, конечно. Хотел вам еще показать один прикол. Я уезжал, у меня перед тем, как ехать, самочки, синие тернеции отметали икру. Вот она вот здесь находится, вот в этом нерестовике. И я ее так оставил на авось, думаю, ну, поставил им, конечно, распылитель туда и компрессор, думаю, пускай, что будет, то будет. Смотрите, чик. Смотрите, сколько тут малька, и он уже весь плавает, вы представляете? Без присмотра сами вылупились. Ну, там личинка была, когда я уезжал. Только вот, 12 часов прошло после нереста. И они себе вот нормально себя чувствуют. Сейчас я их буду кормить. Я их еще не кормил. Они вообще в шоке. Их там так много. Практически пропавшие вообще ничего нету. Дно чистое. Видите, идеальное. Практически 100% выклев.
Вот такой выклев мне нравится. Ну, конечно, мы им сейчас дадим. Артемии у меня живой нет. А этот самый солоноводная коловратка есть. Мы сейчас ее тоже наберем. Сюда насыпем. И они покушают. Первый раз. Внизу меченосцы тоже самое нормально себя чувствуют. Без проблем. Все живые. Ждут, когда им дадут покушать. Для эксперимента также не кормил аулофорус. Вот только что насыпал ему муки овсяной. Видите, вообще здесь нет этого червяка. Скорее всего, он находится внутри губки. Посмотрим. И вот вторая такая же. Тоже этих я не кормил. Ну, 5 дней, как бы 5 суток, чуть больше они были без корма. Вот. Тоже посмотрим. Где-то через полчаса, через час я включусь, посмотрим, повылазил он или нет, пропал или не пропал. Но я думаю, скорее всего, что не пропал, он сидит в губке, потому что запаха такого, как от пропавшего аулофоруса, нет. То есть он, ну, запах такой, как обычный. Досмотрите видео до конца, и вы это все узнаете, как у нас перенес 5 дней без кормления аулофорус. Еще также хочу сказать, вот сейчас я буду давать рыбкам кушать, значит, никаких усиленных доз там и так далее. То есть рыбка, она пробыла 5 дней без корма, ничего страшного в этом нет. Как обычно, вот даю я на такую толпу обычную чайную ложку, вот, с горкой насыпано, все. Я им даю прямо. Вот, они сейчас это все, конечно, покушают, кажется, вот, они такие голодные. Ну, ничего страшного, вот они по чуть-чуть поедят, у них начнется опять процесс пищеварения. Завтра, возможно, утром получат еще небольшую дозу. И так постепенно они опять войдут в свой ритм и будут нормально расти и развиваться. Обычное кормление, никаких усиленных доз. Никаких у них проблем не возникнет совершенно. Рыба такая штука, она может тоже плавать, и у нее, например, еды нет. И что ей делать? Ничего, она продолжает дальше жить себе, да и все. Так, этим тоже насыпем лупиком. О, все. Вот смотрите, Данио. Смотрите, что они вытворяют. Но тоже они получают свою ложку и все. Они ее сейчас, конечно, быстренько скушают, но этого достаточно. Производ тоже получил свою дозу. Сомики сейчас тоже покушают. Не ели 5 дней. Вот перед тем, как уезжать, я развел артемию, да, рачков. И вот такая кучка получилась. Сейчас она размерзлась. И мы будем давать нашим малышам. Оп. Завтра им еще на завтра хватит, потому что я не успею до завтра развести. Сейчас мы им дадим и посмотрим, как они будут кушать. Я думаю, что будет нормально все. О, вот. Смотрите. Вот. Нормально кушают артемию, которая разморозилась. Сейчас она опустится на дно, и все остальные покушают. Аэрация ее разбросает по всему аквариуму. Все рыбки покормлены. Прошло 20 минут. Практически все уже все съели. Вот смотрите, у наших тернеты, смотрите, водичка чистенькая. Ну там еще внизу там что-то подъедают они. А так все съедено под ноль. Ну, по поводу Данио сомневаться вообще не было. Самым маленьким тоже солоноводной коловратки забросил. И тоже немножко артемии мороженой. Ну, может, какой-то из них малек и съест ее. Аэрацию выключил для того, чтобы не такой был поток течения. Вот они там подбирают себе. Итак, прошел час.
Давайте посмотрим, что у нас с аулофорусом. Вылез он или нет. Сейчас подсветим. Вот посмотрите, можно видеть, какие комки. Он еще не весь вылез, но уже вот комки есть. И вот видно, что он там шевелится, то есть подползает к своей добыче. Давайте второй посмотрим. Сейчас, секунду, я крышку сниму. Ну-ка. Оп. Можно видеть, отражается свет, и вот он вылазит такой. Вот с краю вылез, такие кучки маленькие. Это все аулофорус. Он потихонечку выползет. Завтра утром вообще его будет много-много. Ну что, друзья, вот такой эксперимент. Подведем небольшой итог. Значит, вы видите, да, что рыбка 5 дней побыла без корма и нормально себя чувствует. Ну, понятно, животики у них немножко так поисхудали. Ну, в общем, все нормально, падежа нет. Ну, отдельные единичные там малечки где-то есть, пропавшие. Ну, это такое бывает. Поэтому подтверждается еще раз поговорка. Голодная рыба, здоровая рыба. Я думаю, она бы еще 2 дня, то есть неделю чисто посидела без корма, и ничего страшного не было бы. Главное, чтобы была что? Хорошая аэрация и фильтрация. Если это все организовано, а у нас, вы знаете, тут сам такой большой, вот работает, обслуживает 2 вот этих яруса, вот, то рыба себя тоже чувствует нормально. Если бы, конечно, там отключили свет, там или, ну, у меня бесперебойник работает почти сутки, да, если отключают. Ну, если какая-нибудь такая серьезная поломка, тогда, конечно, да. Вот такое небольшое видео у нас с вами получилось. Желаю всем удачи, добра. И до встречи на канале Разводня как хобби. Пока.